Открываем двери и говорим: Сергей Николаевич, у вас есть возможность заработать $100 000 за одну ночь. Он говорит: присядьте. Привезли фритюр, ми його включаємо і гасне світло там в піврайону. Прибыль около $50 тоже, я ее потерял. Просто выпала из кармана в маршрутке. Вильна касса. Добрый день, что вы будете? Я начал сильно демпинговать и в итоге взял этот заказ, но сработал минус. Друзья, салют! А вы знаете о том, что в Украине появился супергерой? Он спасает дороги от литовских номеров, наш лес от вырубки и вывоза в ЕС, и мы приехали в Черновцы, чтобы узнать о нем больше. Подскажите, где найти Озимена? Пообщаться с ним хочу. Город держит связь с Озименом через красную английскую будку. А где она находится? Вон там. Спасибо вам. Как найти Озимена? Озимен сейчас занят. Он спасает жителей Черновцов от голода. Чернівці – моє місто, наше місто. І у кожного тут є своя місія. Герої рятують, а звичайні люди просто якісно виконують буденну роботу. Хто я, якщо вдень пліч-опліч із товаришами смажу картоплю, а ввечері одягаю смішний червоний костюм і борюсь із несправедливістю? Знайти своє призначення є нашою мрією. Приносити користь людям є нашим покликанням. Головне, ми одна команда, и я у ней Озимен. Оглянитесь, к вам подъезжает сооснователь сети Оззи. Он все расскажет. Леша, что такое Оззи? Фастфуд, да? Озі – фастфуд. Ми могли називатися просто Озі, да, і всі нам казали: ні, просто назвіться Озі і все. Да, ні, ми все-таки настояли і на всіх вивісках скрізь ми пишемо фастфуд. Чого? Швидке харчування. Люди думають, що це погане харчування, так? А це швидке, воно може бути якісне. Сітка ресторанів, у нас їх зараз 2 ресторани, ми відкриваємо 3-й. Да, на 1100 квадратів, це новий, технологічний, там, крутий ресторан. Сколько людей обслуживает Оззи в сутки? 2 заклади, десь плюс-мінус до 3000 чоловік. В місті, там, де проживає 230 000 чоловік, да, обслужити 3000 чоловік в день, це там, ну дуже багато. Черновцы — это как станция Поздняки в Киеве, я так думаю. Друзья, перед нами второй сооснователь Дмитрий сети фастфуда Оззи. Значит, как пришла идея создать Оззи? Мы возили очень многих артистов, и ночью не было где перекусить. А там, где можно было быстро покушать, у меня изжога все время была. Ну как? Я молодой мужик. Да. У меня в желудке должны гвозди перевариваться. І ми знали точно, що це просто пуста ніша. І треба було відкрити щось якісне. Сначала мы хотели купить франшизу, но франшизы не было ни одной качественной, которая бы нам подходила. Франшиза чим круто? Купляєш готовий бізнес, тебе всьому учать. Ну, за це треба платити певну кількість грошей. Грошей перше не було. Если опыт нельзя купить, нужно его заработать. Да. И поэтому было как бы такое решение пойти работать как обычный рядовой сотрудник. ЧБР это называется в Макдональдсе, чем бригада ресторана. Бригада ресторана. Ты работал в Макдональдсе или в КФС? Я в КФС, партнер Макдональдс. Да, і от Скажи, ми зараз там вліпимо фотографію, де буде фотка, де стою я і партнер, він в формі Макдональдс, а я в формі КФС. Ну я знаю точно, такої фотографії ніколи. Основные выводы, которые ты применил в Оззи, научившись в Макдональдсе? Первое – это отношение, просто фанатичное отношение к гигиене и чистоте. Ну и что мы сделали, например, с бутылкой Бонаквы, которая упадет на пол? Да, мы ее поставим обратно. Вода же не пострадала внутри содержимого. Да. Подбегает менеджер, говорит: не делай так. Подметает в совочек и выкидывает. Я потому понял 2 вещи.
Первое, как нужно, а второе, почему Макдональдс не продает франчайзинг в Украине. Нет гарантии, что другие предприниматели будут делать так же. Друзья, приехал в одном гольфе в Черновцы в поисках Озимена и решил докупить вещей. Местные посоветовали бренд Papaya. Пойдемте посмотрим, как там. Здравствуйте. Какие гольфы у вас есть? Давайте серый Эльку посмотрим, пожалуйста. Валерий, день добрый. Меня Андрей зовут. Очень приятно. Мне понравился ваш магазин. Давайте пойдемте пообщаемся. Пошли? Валерий, ты мужчина и ниша женской одежды. Как это так получилось? Большинство людей немножко своей сущности ленивые, я не исключение. Вот. И самый быстрый способ заработать денег – купи-продай. Почему одежда? Ну, я довольно неплохо разбираюсь в этом, как мне кажется. И плюс у моих родителей когда-то давно был опыт в этом. Сейчас Papaya в цифрах. Расскажи, пожалуйста. У нас открыто 6 магазинов в Западной Украине. Сейчас это только 2 города, которых мы оккупировали полностью. Это Черновцы и Ивано-Франковск. И у нас мощный интернет-ресурс, который, в принципе, ничем не уступает офлайн-магазинам. Около 700 квадратных метров торговых площадей. Собственное производство на аутсорсе. Расскажи мне топ-3 истории, которые в твоей жизни сделали тебя сильнее. Ошибкой было открытие торговой точки во втором этаже. Поток клиентов слабенький, очень еле-еле за 6 месяцев отбил вложения, которые исчислялись вообще там копейками. Ну, то есть я не заработал ничего. Я второй этаж закрыл, да, сейчас там отдел продаж. Это в нашем жилом центре. Это второй этаж. Здесь девочки, которые занимаются всем, что касаемо интернета, маркетинга, контента. Здесь создаются фотографии, здесь создается дизайн. Девочки выбирают вещи, смотрят, что сегодня хорошее, что модное, что нет. В магазине Papaya заказывают через интернет более 300 городов. И вот такое, что здесь? Здесь платье пойдет к Красновой Светлане в Черкассы. Светлана, это вам. Как ты заработал первые $1000? Первые $1000 это я открыл уже бизнес, который назывался магазин одежды. Он так и назывался, это не фигура речи. Был написан магазин одягу. Вот, он был, это было смешно, это было 35 квадратных метров возле рынка продуктового. Первую чистую прибыль я получил около $50. Вот вторую я получил прибыль около $50 тоже, я ее потерял. Просто выпала из кармана в маршрутке. Да, это было, кстати, это такой вот прям факап сильный был у меня. $50 я потерял, и на третий месяц я уже заработал свою сотню, и дальше пошло. Первые $10 000 было в возрасте 24 лет. Четко не помню, но в этом где-то периоде, это было после открытия магазина во Франковске. Работа по-настоящему нелегкая. Ты это знаешь, потому что я знаю точно, что ты пробовал себя везде. Ну, кстати, если хочешь, можно вспомнить забытые чувства и поработать на кассе. Давай. Самое главное, с чего начать, это 10 правил мытья рук и дезинфекции. Да. И как правильно мыть руки? Руки моются 40-60 секунд. Здесь в данный момент вот мы жарим фиш-ролл, здесь жарится у нас чикенбургер и непосредственно картошечка фри. Видим, что помидор должен стоять 2 часа. Вот в 20-25 его выкинут.
Вот мы видим, картошка стоит и 7 минут, и не больше. Через 7 минут я что делаю, Сережа? Списываю. Никаких компромиссов по качеству. Каждый снэк стоит. Сколько минут, Александр? Александр, Саша один из лучших наших сотрудников. Первым я горжусь, что мы работаем с Сашей. Мы вместе с сотрудниками зарабатываем, у них есть процент от оборота. То есть мы говорим, если мы зарабатываем, давайте заработаем вместе. Около 6-7 тысяч гривен рядовые сотрудники. У директора ресторанов может быть и $1000. Вільна каса. Добрий день, що ви будете? 72 гривні. Сирні палички, кетчуп, кола. Ваш заказ. Хорошого дня. Ми відкрили перший ресторан, це 60 квадратів. Це дуже небагато, дуже мало. Навіть не закусочний. Скільки стоїв перший Озі? Десь більше 100. Більше 100 тисяч. Откуда ви взяли деньги на перший ресторан? Продав квартиру, да, були денежка, стільки же, да, і ще раз зичив гроші. Олексій, я тобі даю деньги тільки із-за того, що я вже в тебе вклав. Нужно доходы делить изначально там, на 2, на 3 ожидаемые, а расходы умножать на 2, и тогда плюс-минус ты выйдешь на ту картину, которая должна получиться. Я знав точно, що якщо в мене не виходить, то самий поганий гнилий варіант, то я їду до батьків, жити в батьківський дом. Алік, чому іменно це хобі? Давно дуже, у мене в тата дуже багато є зброї, да, він там ходить теж дуже-дуже давно на охоту. І десь там мені було до 10 років, підходжу до тата, він опускає вікно восьмерки. Та, це така у нас маленька машинка була, він мене прижимає близько-близько до себе, да, бо прижати, наприклад, зброю, да, не було ще такої ваги і духу. Єдине, що я зробив, це цілився, та, стояла металічна банка, я цілився і нажимав на курок. І з першого разу я попав, я знав, що цим я буду займатися, і я страшно хотів собі купити якусь ружбайку і стріляти. Мы с Алексеем, он рассказывал, как познакомились? Расскажи, Мы были конкурентами. Да. Мы были конкурентами с Алексеем. У него была своя ивент-компания, у меня своя ивент-компания. Чернівці маленьке місто, всі один одного знають, конкуренція бешена на той час нам здавалася. Мы пришли на переговоры, Алексей не знал, что я пришел на стороне другого человека. Ми говоримо, а ми дуже культурно спілкуємося, ми знаємо один одного. А от наші ребята, які нам допомагали, перепалка, все, там вони сваряться туди-сюди. І ми один одного подивилися, і Дмитро каже, давай вийдемо, поговоримо на 2 минути. Ми вийшли на вулицю, і коли зайшли вже в заклад, ми вже були партнерами. И за 7 лет, несмотря на то, что я с ним общаюсь там чаще, чем со своей женой, каждый день он мне ни разу никогда не было, чтобы как-то суперострая ситуация была или что-то такое. Я как бы считаю, что все вот то, что есть, это и благодаря синергии. Вот. Дима, твоя любимая черта в Алике? 100% всегда позитив. Нам когда было очень тяжело, средне тяжело и вообще сильно тяжело, Алик говорит, все будет нормально. И когда он так говорит, вот мы, я помню, зашли первый раз, это был магазин с сигаретами. Оттуда забрали все торговое оборудование, мы сели на коврин, и я взялся за голову и говорю, Алик, мы вообще здесь можем поместиться? И знаешь, что сделал так? Конечно, поместимся. Я ему сразу поверил. 100% позитив в любой ситуации. Сняли. Выходи за меня. Это место, это, я думаю, один из заключительных этапов в Черновцах, потому что мы будем обязательно переезжать, двигаться по всей Украине. Будем заходить в города-миллионники. Дали масштабы. Если то, с чего мы начали первый раз, это было 60 квадратных метров, то это ровно в 20 раз больше. И так как газ было вести 1,2 километра тянуть в центре города почему-то, то пришлось нам ставить 2 45-киловаттных котла. Дедлайн. Открываемся 14 числа в любом случае. Да. Успеваем, не успеваем. Решили больше никогда не нарушать дедлайнов вообще. Сколько вложили в открытие? Я думаю, еще финальной цифры нету, но около $600 000. Где-то даже больше будет. Задача відкрити там 100 ресторанів
в Україні за 10 років. Це 10 ресторанів в рік. Це не означає, що ми на слідуючий рік відкриємо там 10 ресторанів і ще на слідуючий 10. Так не буде. Я знаю, що ми відкриємо на слідуючий рік там 5-6, а ще там на слідуючий рік ми відкриємо 7. Да, а через 4 роки ми можемо відкрити там 15. Ви зробили декомпозицію, розумієте, що робити кожен год, кожен місяць. Друзья, какие выводы я сделал с историей о 3 успешных черновецких бизнесменов? Первый. Себя можно и нужно делать самому. Передо мной стояли $3000, которые мне подарила бабушка. На следующий же день затарили эти деньги и там начали продавать. Продав квартиру, да, були денежка, стільки же, да, і ще раз зичив. Второй. К успеху приходит тот, кого не останавливают препятствия. Так как газ было вести 1,2 километра тянуть в центре города почему-то, то пришлось нам ставить 2 45-кіловатних котла. І ми переробляли вхід. Відкриваємо частину, да, дивимося, а там просто гранітна стіна в 90 сантиметрів. Послідня ідея, яку можна було зробити, це взірвати її. Любите то, что делаете, и делайте только то, что вы любите. В ресторані є 3 правила. Місце, Да. місце, місце. Да. Встаю, я думаю про Озі. Я ложусь спать, я думаю за Озі. Сажусь в машину, думаю за Озі. Бренд нічого, якщо у тебе продукт гівно. Кто хочет познакомиться с 2 сооснователями Оззи, пообедать с ними и попасть на экскурсию в ресторан, изнутри его увидеть, получить сертификат от магазина одежды Папайя, просто подпишитесь на канал и оставьте комментарий, как вам это видео. Искренне ваш Андрей Остапчук. Подписывайтесь на канал. Снято. Подожди, чуть не забыл. Скоро Новый год. Вы купили подарки? Лёш, расскажи, пожалуйста, как пришла идея создать этот бизнес? Ну, как и все дети, на Новый год получают подарки. Я тоже получал подарки на Новый год. И в этих подарках были вкусные конфеты, которые мы съедаем, как правило, в первую очередь, и не совсем вкусные, которые оставляем на потом. Так вот я задумался, почему бы не сделать такие подарки, в которых были бы только самые вкусные конфеты. И могу сказать о том, что на данный момент наши подарки самые вкусные. В них входят конфеты, лучших производителей Украины. Это только самые свежие конфеты. Получив наши подарки, клиенты их съедают в первые дни, как только их получают. Как все начиналось? Начиналось все с того, что мы с друзьями решили заняться этим видом деятельности и самостоятельно все делали. Ночью фасовали подарки, утром, днем на Таврии развозили, доставляли эти новогодние подарки. Бывали даже такие случаи, что у нас не было ящиков, и мы использовали ящики из-под телевизора, из-под холодильника, и в таких ящиках доставляли наши подарки клиентам. Каждый предприниматель ошибается 1000 раз. Поделись своими топ-3 ошибками, которые сделали тебя сильнее. Ну, наверное, первая ошибка достаточно распространенная. Я принял на работу наемного сотрудника, рассказал ему, показал все бизнес-процессы, после чего этот сотрудник ушел и открыл свою компанию. Вывод могу сделать следующий и совет, то чтобы предприниматель, собственник бизнеса свой бизнес разложил на пазлы и разложил их таким образом, чтобы никто другой, кроме него, не мог их собрать. Лёш, какая была вторая ошибка? Вторая ошибка была в том, что я погнался за одним большим заказом, мне еще было 26 лет и очень был заинтересован принять заказ. Заказ был на 15 000 подарков. Я начал сумма около 1 миллиона гривен. Я начал сильно демпинговать и в итоге взял этот заказ, но сработал в минус. Вывод в том, чтобы знать цену своему продукту. Это, я думаю, самое важное. Расскажи, пожалуйста, третью ошибку. Третья ошибка заключалась в том, что я изначально работал в Excel. Потом сделал программу по учету на основе Java. И думаю, надо развиваться. Заказал программу на основе 1С. В итоге заказал ее во время сезона. Подрядчики затянули со сроками. Вывод с этого такой, что сани нужно готовить с лета. 9 лет я сотрудничаю уже с моими партнерами. Это по совместительству и мои друзья. Мы изначально вместе начинали и работаем до сих пор. Друзья,
Не знаю, где вы будете покупать новогодние подарки, но я буду точно здесь. Кто хочет попасть на встречу Young Business Club, познакомиться с участниками клуба, услышать выступление сооснователя «Новой почты» Вячеслава Климова, это будет 17 января. Подписывайтесь на канал и оставьте комментарий, что вы думаете об этом видео.